Новая тактика Путина. Войскам отдан приказ, уничтожены позиции ВСУ. Неожиданное заявление Минобороны. Украина отвела войска. Что происходит? Открыт огонь по протестующим. Ситуация вышла из-под контроля. Власти задействовали силу. Масштабные аресты. Нападение на Красной площади. Силовики подняты по тревоге. Заявление о покушении. Кто стоит за ЧП в центре Москвы? Брюссель ставит Мадьяра на счетчик. Большой список условий победившему на выборах оппоненту Орбана. Чего хочет Евросоюз и что готов дать взамен? С российским газом и нефтью и прагматичным подходом к Путину. Главное из трехчасового заявления Мадьяра. Как изменит отношение к Зеленскому и что готовит для Сиярта и Орбана. Турция вступает в войну. Решение Эрдогана о вторжении. Куда собирается бить? Новый раунд переговоров между Ираном и США. Названа дата. Уничтожение секретных документов. А еще о том, как много человек тратит на то, чтобы выжить. Грустный подсчет. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку. И я, как всегда, начинаю. Брюссель ставит Мадьяра на счетчик. ЕС выдвинул победившему на парламентских выборах в Венгрии Мадьяру 27 условий для разморозки 35 миллиардов евро европейских субсидий. Об этом сообщает Financial Times. От будущего премьера требует срочно восстановить отношения с Украиной, снять вето на новые санкции против России, разблокировать 90-миллиардный кредит Киеву, провести глубокую реформу судебной системы и служб безопасности, создать антикоррупционное агентство и присоединиться к Европейской прокуратуре. Отдельный фронт давления – это миграция. Еврокомиссия настаивает на переговорах по урегулированию спора о несоблюдении европейского законодательства по предоставлению убежища мигрантам. Европейский суд вынес решение по этому вопросу, но Будапешт его игнорирует. Этот спор обходится Венгрии примерно в 1 миллион евро штрафа в день, и общая сумма штрафов уже приближается к 900 миллионам евро, которые Брюссель вычитывает из доли Венгрии в бюджете ЕС. «У нас очень сильные рычаги влияния», — сказал чиновник ЕС. «Давление оказывается на него, и я думаю, что он хочет выполнить условия как можно быстрее». Тактика Трампа потерпела фиаско. Смена власти Венгрии – это удар по европейской стратегии американского президента и демонстрация пределов распространения его политической модели. Об этом пишет издание Newsweek, выделяя 5 жестких истин для Белого дома. Во-первых, выяснилось, что движение MAGA International слабее, чем казалось, и националистический популизм не гарантирует устойчивой поддержки даже в образцовых странах. Во-вторых, открытая поддержка Трампа обернулась негативным фактором для Орбана. В-третьих, с уходом Орбана Европейский Союз лишается внутреннего тормоза, что ускорит принятие решений и ослабит возможности его блокирования изнутри. В-четвертых, Трампу становится сложнее продвигать более мягкую линию по отношению к России, без союзника внутри ЕС, ранее создававшего политическое прикрытие. И в-пятых, поражение Орбана показало, что избиратели со временем устают от так называемой «сильной руки», особенно на фоне экономических проблем и изоляции страны. При этом поражение Орбана не означает конец популизма в Европе и не устраняет значительное влияние Трампа за рубежом, говорится в публикации. Однако венгерские избиратели выбрали возвращение к интеграции вместо конфронтации и сделали это несмотря на устойчивое давление со стороны МАГА. Этот поразительный момент разрушает стратегическую иллюзию, что националистические альянсы находятся на подъеме, самоподдерживаются, устойчивы на выборах и легко экспортируются. Есть вопросы к Украине, а разрыва связи с Россией не будет. Петр Мадьяр на правах победителя провел фактически 3-часовую пресс-конференцию. Он заявил, что Украина является жертвой войны и имеет полное право на сохранение территориальной целостности и суверенитета. Мадьяр выступает за развитие союзнических отношений с Украиной, но только при условии урегулирования прав венгерского национального меньшинства, включая языковые и культурные права. Мадьяр также делает акцент на том, что курс Венгрии – это ЕС и НАТО, однако он не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС. Все должны быть равны. В отношении России он занимает сдержанную позицию, подчеркивая, что географию изменить невозможно и взаимодействие с Москвой неизбежно. Он выступает за прагматичные отношения с РФ, особенно в вопросах закупки нефти и газа, при одновременной диверсификации поставок. При этом он осуждает саму войну и заявляет, что при возможности призвал бы Путина остановить боевые действия.
Я пытался объяснить сторонникам пропаганды с помощью апельсиновой аналогии. Если покупать апельсины из 3 источников, с востока, запада и юга, то даже во время геополитического кризиса вы все равно получите апельсины и по более низкой цене. Потому что есть конкуренция. То же самое с нефтью и газом. Но не стоит забывать главное. Географию изменить нельзя. Мы многое можем, но не все. Венгрия уже не раз выбиралась за волосы из проблем, как барон Мюнхгаузен. Но географию изменить нельзя. Россия останется здесь, Венгрия останется здесь. В своей речи Мадьяра проехался и по оппонентам, анонсировал масштабные расследования, в том числе и по коррупционным делам. А также заявил, что глава МИД Петер Сиярто никуда не убегал и вместе с командой уничтожает документы, связанные с санкциями ЕС против России. В частности, там могут быть и материалы о том, как Венгрия координировала свои действия с Москвой. По словам Мадьяра, уничтожают документы не только в МИД, но и в других ведомствах, связанных с окружением Виктора Орбана. Он сравнил это с практиками старых коммунистических времен. На смену власти уже официально отреагировала Россия. Лавров, который держал плотную связь с Сиярто, заявил, что РФ хочет посмотреть на конкретные дела Мадьяра. Я не хочу даже комментировать то, что сейчас говорят люди в пылу предвыборной, поствыборной полемики. Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством. Все зависит от того, как это правительство понимает свои национальные интересы. Полный отказ от обогащения урана как минимум на 20 лет и его полный вывоз из страны – это было главное требование США на переговорах с Ираном. Об этом пишет Axios. Тегеран отверг этот срок, предложив лишь однозначное количество лет и настаивая не на вывозе, а предложив Америке другой вариант. По данным источников, переговоры подходили к логическому завершению, и Иран считал, что вот-вот стороны достигнут определенного согласия, однако произошло то, чего никто не ожидал. Ситуация резко изменилась после пресс-конференции вице-президента США Венса, на которой он возложил ответственность за провал переговоров на Иран. США также потребовали, чтобы Иран вывез из страны весь высокообогащенный уран. Иранцы вместо этого предложили контролируемый процесс разбавления этого урана, сообщили оба источника. Хотя соглашение так и не было достигнуто, иранцы считали, что к воскресному утру они были близки к первоначальной договоренности, поэтому они были застигнуты врасплох пресс-конференции вице-президента Венса. При этом Нетаньяху накануне заявил, что США прервали переговоры после того, как пришли к выводу, что Иран нарушил соглашение о прекращении огня, не открыв Ормузский пролив. И несмотря на срыв, посредники продолжают попытки вернуть стороны к диалогу до истечения режима прекращения огня. Напомню, что крайний срок 21 апреля. Все стороны по-прежнему считают, что сделка возможна, пишет издание. Отдельные медиа заявляют, что переговоры пройдут 16 апреля в четверг, вновь в Исламабаде. На этом фоне Турция готова вступить в войну. Президент Эрдоган заявил, что Анкара может войти в Израиль так же, как действовала в Ливии и Нагорном Карабахе, обвинив Израиль в атаках на гражданских и подчеркнув необходимость быть сильными. В ответ израильский министр Амихай Элияху назвал Эрдогана диктатором с империалистическими амбициями. Трамп уже взял прицел на Кубу. После окончания операции в Иране Вашингтон собирается переключиться именно на это направление, заявил накануне вечером Трамп. Громкое заявление, намек на вторжение, прозвучало в присутствии курьера, которая будто по сценарному плану принесла Трампу бургеры из Макдональдса просто во время прямой трансляции и оставалась рядом с президентом, ожидая своих чаевых. Об этом она ему сказала прямо. Трамп при этом заявил, что Куба в упадке, и заговорил о репрессиях там в отношении американцев кубинского происхождения. И у нас есть много прекрасных американцев кубинского происхождения. Практически все они голосовали за меня. С ними обращались очень плохо. Во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили. В общем, на Кубе происходили ужасные вещи. Куба — это провалившееся государство, и мы этим займемся. И, возможно, заглянем на Кубу после того, как закончим с Ираном. Также Трамп отреагировал на волну критики из-за картинки, которую он репостнул к себе на страницу. Речь об изображении, где президент США предстал в образе Иисуса Христа. Трамп при этом все отрицает и говорит, что он не Иисус на этом фото, а врач из Красного Креста, а фейковые новости все перекрутили. Кстати, картинку он эту все-таки удалил.
Открыт огонь по протестующим. Ситуация вышла из-под контроля. Массовые протесты охватили один из промышленных городов Индии. Митинги рабочих переросли в жесткие столкновения с полицией. Люди вышли на улицы из-за крайне низких зарплат. Многие получают около 8-12 тысяч рупий в месяц. Это примерно 86-130 долларов. И жалуются, что этих денег не хватает даже на базовые нужды – еду, газ и содержание детей. На фоне общего роста стоимости жизни и удорожания топлива из-за событий на Ближнем Востоке недовольство резко выросло. Дополнительным раздражителем стало то, что в соседнем штате Харьяна минимальную зарплату недавно подняли примерно на 35%. И рабочие в Нойде требуют того же. Когда протест вышел из-под контроля, начались поджоги машин, разбивание витрин и столкновения с силовиками. Полиция применила силы, дошло до стрельбы по людям, есть раненые, прошли аресты. Рабочие говорят, что чувствуют себя загнанными в угол и не видят выхода без повышения зарплат. Россия меняет тактику. Новый подход на линии фронта. Уничтожены позиции ВСУ, в частности мобильные огневые группы. Именно те, которые отвечают за уничтожение в небе российских ударных беспилотников. Теперь эти беспилотники бьют по силам ПВО Украины. Об этом говорится в официальном заявлении советника министра обороны Украины. В военном ведомстве уверяют, что дроны абсолютно управляемые, а значит не слепые и бьют точно в цель. Это подтверждают и кадры, которые сейчас активно публикует в своих пабликах российская сторона. На видео прилеты по позициям ВСУ. Техника уничтожается. В заявлении из Минобороны Украины говорится следующее. У нас мобильные огневые группы работают во многих структурах и родах войск. Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть готовыми к ней морально и физически. Заранее продумывать маскировку и план действий. Машины — это всего лишь железо. Наша ценность — это люди. ВСУ также заявили об отводе войск ради сохранения личного состава. Отступление с позиций и их потеря произошла в Сумской области, в районе населенного пункта Миропольская, о взятии которого россияне заявляли 10 апреля. Контроль над позициями был утрачен из-за интенсивности наступления армии РФ, заявили в 14-м армейском корпусе ВСУ. В результате интенсивных боевых действий и преимущества противника в силах и средствах подразделения вооруженных сил Украины с целью сохранения жизни личного состава отошли на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону. Россия также потеряла позиции, в этом уверяет Зеленский. Вечером 13 апреля он заявил о захвате в плен российских военных без помощи пехоты, а также взятии позиций армии РФ. И сделали это, как уверяют на Банковой, с помощью исключительно наземных роботизированных комплексов и дронов. На каком направлении это произошло, Зеленский не уточнил. Германия вымирает, а тревожные тенденции заявляют в Кёльнском институте немецкой экономики. По прогнозам экспертов, к 2045 году население Германии сократится почти на 2,5 миллиона человек, до 81 миллиона жителей. Главной причиной демографического кризиса эксперты называют катастрофически низкий приток мигрантов. Впервые за много лет естественная убыль населения, когда смертность выше рождаемости, уже не компенсируется притоком мигрантов. Также в Институте экономики предупреждают, к 2045 году резко сократится число людей трудоспособного возраста. Поколение бэби-бумеров массово уходит на пенсию, а молодых, выходящих на рынок труда, уже не хватает. Поэтому Германию ждут серьезные экономические последствия из-за нехватки рабочих рук. Институт поэтому требует большего притока квалифицированных специалистов из-за рубежа. Эксперты также предупреждают о серьезных вызовах для пенсионной и системы здравоохранения. Кроме того, не хватает жилья, адаптированного для пожилых людей. Нападение на Красной площади. Силовики подняты по тревоге. Покушение на вождя революции. ЧП в мавзолее. Ленин атакован. Нападавшему, 18-летнему россиянину Константину Бодунову, уже вынесен приговор – 10 суток за решеткой. Как пишут СМИ, инцидент произошел несколько дней назад. Парень отстоял очередь в мавзолее Ленина, попал в зал, где хранится тело вождя, и там студент внезапно выругался и бросил в саркофаг свой мокасин. Дебошира сразу задержали. В суде Бодунов настаивал на своей невиновности и заявил, что бросил обувь Ленина, поскольку не согласен с его экономической и религиозной политикой.
Работа на себя всего 2 месяца в году, остальные 10 – работа на государство, оплата налогов и покрытие базовых потребностей, коммунальные услуги, аренда жилья, расходы на продукты. Так живет среднестатистический казахстанец. Как сообщает издание «Орда», экономист Руслан Султанов подсчитал, при зарплате в 1 000 000 тенге в месяц, это чуть больше $2000, после всех налогов, обязательных платежей, на руках остается лишь 1/5 часть дохода. Главный пожиратель денег – это продукты. В пересчете за год на руках у казахстанца остается 2 300 000 тенге, менее $5000. Это всего 19% от заработанного. На личные цели, сбережения или инвестиции гражданин работает примерно 2 месяца и 7 дней в году. Подавляющая часть экономической активности идет не на улучшение жизни, а просто на выживание, резюмировал Султанов. Издание отмечает, средняя зарплата в стране по итогам 2025 года составила менее 500 000 тенге, то есть $1000. Подлинник Пикассо всего за 100 евро. Необычный розыгрыш пройдет сегодня в аукционном доме Кристис в Париже. Главный приз, который достанется обладателю счастливого лотерейного билета, это картина Пабло Пикассо «Женская голова», написанная в 1941 году. Оценочная стоимость этого полотна около 1 000 000 евро, и получит ее тот, кто купил билет за 100 евро. Как сообщает Рейтер, всего в продаже 120 000 лотерейных билетов. Вырученные деньги от продажи билетов поделят. 1 000 000 евро получит нынешний владелец картины, галерея Опера Gallery. Оставшиеся средства, около 11 миллионов евро, передадут французскому фонду исследований болезни Альцгеймера. Внук Пикассо отметил, что эта лотерея напоминает ему о щедрости деда, который помогал людям как во время гражданской войны в Испании, так и во Второй мировой. И я уверен, что человек, который ее выиграет, будет более чем счастлив, потому что она не только значительного размера, но и оформлена в раму, которая, я уверен, понравилась бы моему дедушке. Думаю, это именно тот стиль, который он любил. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, буду признателен, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.